Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Татьяна. Как сделать из декоративной штукатурки фреску, сохранив наполнение фактуры в виде естественного блеска минерала слюды, прозрачную многослойность цвета, красоту патины и ржавчины? Это вы узнаете в этом видео. Итак, давайте начнем. Холст я прокрашиваю белой акриловой краской в тех местах, где буду прикладывать хлопковую ткань. Ее я предварительно намочила и хорошо отжала. Так ткань легче сформирует мне необходимые складки. Распределяю ткань в нижней части холста. Края не заворачиваю, оставляю их сверху. В этой картине нужна естественная форма. Неровные края будут органично смотреться. Сразу белой акриловой краской прокрашиваю и пропитываю ткань. При высыхании акриловая краска прочно закрепит ее на холсте. То же самое делаю в верхней части картины. Прокрашиваю краской полоску, где буду располагать ткань. Формирую влажную ткань и пропитываю ее акриловой краской. Я часто в большей степени пользуюсь строительными акриловыми красками для внутренних работ. Они хороши при смешивании с декоративными гипсовыми штукатурками, а также при тонировании их на полотне, так как стоят они дешевле, объем побольше, пластичные, износостойкие, что важно при создании картин. Теперь смешиваю краску и декоративную штукатурку. У меня мраморная смесь с добавлением хлопьев слюды. Делаю средней консистенции. Кладу штукатурку на шпатель и растягиваю по холсту тонким слоем. Держу шпатель параллельно поверхности, давая свободу движениям руки. Легкими движениями заполняю всю поверхность, при этом оставляю островки, где не коснулась штукатурка. Это создаст красивый контраст при нанесении цвета на холст. Затем оставляю картину просохнуть на несколько часов. Делаю закрепляющий слой.
Прохожу лаком на водной основе, разведенным водой 1:3, и снова оставляю хорошо просохнуть. Чтобы легче наносилась краска на поверхность, предварительно сбрызгиваю слегка водой и прокрашиваю тканевые части черной акриловой краской. На часть картины с декоративной штукатуркой выливаю немного разведенной с водой 1:3 черную акриловую краску и влажной тряпочкой распределяю по поверхности. Из-за жидкой консистенции я сохраняю наполнение штукатурки, так как в ней есть хлопья слюды. Они не перекроются плотностью краски и сохранят свой естественный блеск. После высыхания черного слоя также делаю с голубой краской. Развожу ее с водой 1:3 и выливаю на холст и распределяю тряпочкой, создавая красивые островки. Этот слой также бережно сохранил слюду, оставляя ее на поверхности украшать и дополнять красивую структуру будущей фрески, придавая состаренность в сочетании с блеском при преломлении света. Следующий шаг – тонирование коричневой, желтой и темной умброй. Тряпочкой с коричневой краской прохожу по всей поверхности, оставляя предыдущий черный цвет в складках ткани. Затем сухой щетинной кистью растушевываю краску. То же самое делаю с верхней полоской. Растушевываю тряпочкой, выходя за пределы ткани и создавая легкое тонирование. Желтым цветом делаю некоторые акценты, затем темно-коричневый, снова коричневый, то есть наношу эти цвета, играя с тональностью. Чтобы картине придать большую античность и состаренность, я беру патину.
окисленная медь и патина-ржавчина. Это акриловые составы, имитирующие такой эффект. Кисточкой наношу краску в складки ткани и растираю, чтобы придать естественность. Делаю набрызги, чтобы капли мелкими вкраплениями попали внутрь и на поверхность картины. И снова растушевываю. Также распределяю в складки патину-ржавчину и растушевываю тряпочкой. Прохожу кисточкой по контуру, чтобы краска пропитала края, и затем делаю снова растушевку. Чтобы сделать картину целостной, я прохожу ржавчиной по штукатурке с тем количеством краски, что есть на тряпочке, создавая лишь легкую теплоту при смешении цветов, заходя на голубую и черную часть картины. Еще один прием создания состаренности – это белый цвет на поверхности. Белой краской прохожу по поверхности, при этом сохраняя предыдущие слои. Затем темной коричневой краской полусухой кистью тонирую верхушки ткани. Темно-коричневой краской, разведенной 1 к 3 с водой, пропитываю ткань и кистью распределяю, создавая окончательный образ фактурным деталям картины.
Заключительный шаг для завершения картины. Белой краской, похлопывающими движениями растираю по краям картины, делая края белого тонирования неровными, рваными и затертыми. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставьте, пожалуйста, свои комментарии и не забудьте подписаться. Увидимся. Пока-пока!